Сегодня мы поговорим с вами про аутентификацию. Во-первых, мы сегодня доделаем регистрацию и добавим немножко еще авторизации. Мы сможем спокойно с вами авторизироваться в нашем приложении. Для этого мы давайте, чтобы начать, мы пойдем на сайт Nest.js. В документации тут есть recipes и выбираем паспорт. И идем по порядку, потому что здесь так все устроено, что мы можем полностью, просто следуя всей этой инструкции, добиться того результата, который мы хотим, и внедрить аутентификацию. Все, поехали. Нам говорят, что мы будем использовать паспорт. Какой-то Nest.js паспорт, паспорт и паспорт local. Давайте, поехали. Копируем, устанавливаем. И также дополнительно ставим типы. И ставим типы. И так вот по порядочку просто едем, едем, едем. Тут какая-то стратегия будет. Едем, едем. И вот нам говорят, ты, пожалуйста, сгенерируй модуль AUF и сервис AUF, и модуль юзеров и сервис юзеров. Как вы помните, мы с вами уже все это сделали. Ранее мы с вами это уже сделали. У нас есть SRC, есть и AUF модуль, и user модуль. Отлично. Эти два шага мы пропускаем. У нас это все есть. Дальше нам говорят, что в user сервисе тут find one функция должна быть. Мы прям можем эту функцию скопировать. Вот так вот. Мы скопируем эту функцию прямо отсюда. Это запоминаем, да? User service. Мы идем в user сервис. И вот это вот то, что у нас было find one, мы ее меняем. Просто меняем. Что такое users? У нас есть ошибка, да? Мы сразу видим. У нас есть функция async find one, которая будет принимать в себя username. Но у нас ведь не username. У нас там принимается ведь этот... Скажите мне, я скажу. У нас там по email. Поэтому мы говорим, что нам не нужен username. Мы говорим, что у нас будет email. Мы будем искать по email. Он будет тоже типа string. Дальше через двоеточие мы говорим, что мы будем... Это можно указывать, можно не указывать. Но это то, что данная функция будет возвращать. Я здесь не буду это указывать, потому что мы будем возвращать немножко другую историю. В принципе, TypeScript сам поймет, это не обязательно. Дальше мы говорим, что возвращай this, users find и ищи нашего юзера. Нам это не подходит, потому что они здесь ищут юзера, у них импровизированный юзер, просто массив, а мы должны искать юзера в базе данных. Поэтому мы здесь не пишем вот это вот все. Мы говорим, что ты давай-ка найди мне тут await. Мы же помним, там же как к базе данных обращаться. Мы говорим await this user repository find one. И мы тут просто говорим, что where email. Вот так. Мы можем оставить такую запись, потому что вообще вот так вот она выглядит. Мы говорим, давайте это все разнесу на новой строчке, чтобы было понятней. Просто мы говорим, что ты давай поищи нам юзера в базе данных. Ты найди одного юзера, у которого email совпадает, да, в базе, вот база, левая база, у которого email в базе данных совпадает с тем email, который мы сюда передаем, то есть, который мы сюда получаем. Если тут два параметра, то есть ключи значения одинаковые, то мы можем просто оставить один. Таким образом мы говорим, да, что ты просто найди по email, чтобы они совпадали. Вот так. И все. И все. Едем дальше. Нам говорят, что в user модуле нам нужно экспортировать user сервис. Пожалуйста, мы идем в user модуль. Мы говорим, что вот тут exports. Мы говорим, что user сервис. Ты давай экспортируй этот сервис, потому что мы хотим теперь этот user сервис использовать в AUF модуле. И мы таким образом, мы просто его экспортируем, и там у нас будет в AUF сервисе доступ к этому модулю, к этому сервису. Окей, теперь нам говорят, что иди в AUF сервис и сделай там вот такую вот функцию добавь. Но также заинжекти, добавь user сервис, да, чтобы мы к нему обращались. Окей, мы идем в AUF сервис. Это у нас сервис. Тут нам ничего из этого не нужно. Мы это все прям убираем. Мы это все убираем. DTO-шки не нужны, скорее всего, нам тут. И что мы тут делаем?
Что мы тут делаем? Нам нужно сюда подключить user service. Поэтому мы можем опять, да, конструктор. Сюда мы должны user service заинжектить, заимпортировать. И мы говорим, что давайте это будет там private, может быть даже read-only, неважно. User service типа user service. Вот так. Все, у нас теперь будет доступ к сервису. Так, только у нас сейчас ругается, потому что у нас тут куча методов в auth, где мы используем вот так. Вот так, вот так, вот так. Есть. Тут куча ошибок, но мы это сейчас все, когда все доделаем, все исправим с вами. Идем дальше. Нам говорят, что ты сюда user service заимпортируй, да, добавь, чтобы он был, и добавь функцию validate user. Мы просто ее копируем. Мы просто так берем, идем сюда в сервис и просто ее копируем. Вот так вот. Так, где-то что-то, наверное, лишнее скопировал. Так, нет, ошибка. Ну да, что я делаю? Это, конечно же, это не надо в конструкторе писать. Это после конструктора мы добавляем эту функцию. Вот так. Здесь он называется users service. У нас будет user service. Вот так. Все, и мы говорим, что мы будем тут что-то валидировать по юзернейму. У нас тут юзернейма нет. У нас будет валидация по email. Email и password. Вот так. То есть мы тут будем валидировать какого-то юзера с тем, что мы получаем. То есть нам нужно в базе данных проверить, существует такой юзер или нет. Для этого нам немножко нужно все это исправить. Мы говорим, что user await this user service find one, но мы ищем не по юзернейму. Мы не ищем по юзернейму. Мы ищем по email. Да, мы же просто валидируем, мы же ничего такого. Мы просто валидируем. Мы ищем юзера, у которого схожий email с тем, который мы с вами передаем. Окей. Дальше мы говорим, что если есть юзер, и юзер-пароль равен паролю, который, да, то есть вот этого юзера в базе данных равен тому паролю, который мы передаем, то мы что-то делаем. Вот тут все так, но и не так. Смотрите, тут история следующая. Во-первых, у нас в базе данных лежит пароль хэшированный. Если мы посмотрим, да, мы же помним, что мы когда регистрировались, у нас пароль выглядит вот так вот. И как мы можем, мы же такой больше никак не передадим. Нам нужно его обратно расшифровать. Для этого, вот, после того, как мы нашли юзера, я говорю, ну давай там const password is match, то есть пароли совпадают. Я говорю, что await, дружище, ты сначала возьми argon 2, нам нужно его импортировать сначала. Помним, да, мы импортируем все как argon, так вот, argon 2 from argon 2. Вот так вот. И тут мы говорим await argon 2. Дальше verify. И мы тут должны сказать, какие пароли мы хотим тут сравнивать. Я говорю, что сначала возьми user password из базы и сравни его с тем паролем, который мы сейчас передаем. И теперь давайте еще раз я проговорю, что тут происходит. Мы будем попадать на эту функцию, потом я объясню, как мы на нее попадаем. Пока что, да, эта функция, понятно, что делает. Validate user. Мы принимаем email типа string и password типа string. Возвращаем promise типа any. Здесь нам вот этот, что мы возвращаем нам promise типа any, в принципе, и не нужен. Все, дальше мы там принимаем, да, email и пароль какой-то. И мы говорим, что найди в базе пользователя с таким email. Если такой пользователь и есть. Также ты давай проверь пароли. То есть совпадают ли пароли. Потому что у нас пароль-то там зашифрован, только что показывал. И ты через argon 2 расшифруй его. Мы не знаем, да, как работает режим там, шифрования. Мы ничего об этом не знаем. Нам и не нужно знать об этом. Нам просто ему нужно передать два пароля. Первый пароль, который мы нашли у юзера в базе данных. И второй пароль, который мы ему передавали.
это все для логина, да, я же думаю, вы понимаете, да, что это все для логина, что когда мы будем нажимать кнопочку логин, будет там происходить вот эта вот вся магия, но я потом еще расскажу, просто, да, мы когда закончим, я еще раз пройдусь по всей цепочке, чтобы вы понимали, как все это работает. Так вот, мы говорим, что, типа, сравни эти пароли, тот пароль, который лежит у юзера в базе данных, и тот пароль, который сейчас ты вводил, передавал нам, совпадают или нет. И если они совпадают, то тогда мы можем сделать, что если есть юзер, в принципе, мы юзера нашли, и пароли совпадают, то в таком случае ты возвращай нам юзера. Return user. В противном случае ты возвращай там null. Или давайте мы там... В противном случае у нас будет throw new. Давайте там bad request exception. Мы скажем, что user or password are incorrect. Вот так вот. Вот так. Все, таким образом мы убедились, да, это при логине, мы отправляем какие-то данные, мы проверяем, есть ли такой email в базе. Если есть, мы говорим, что тот пароль, который мы тебе прислали, совпадает ли с паролем, который лежит в базе данных. Если юзер находен и пароли совпадают, то мы возвращаем этого юзера и продолжаем наше движение. Если нет, то мы выдаем ошибку, что пароль incorrect и завершаем эту функцию. Окей, двигаемся дальше. Какой-то warning. Тут нам говорят, что нам нужно в auth модуль импортировать users модуль. Поэтому мы идем, у нас ошибка выдается, потому что нам нужно это импортировать. Мы идем в auth модуль, так где он? Вот сюда. И мы сюда импортируем imports user модуль. Вот так. Видите, это как раз то, о чем я говорил. Очень сложно с этими модулями, контроллерами, провайдерами разобраться. Но если следовать документации, довольно-таки получается не очень сложно, потому что тут вот с этим, тут вы видите, прям мы шаг за шагом идем и поехали. Дальше нам предлагают сделать стратегию. То есть в auth сделать папочку со стратегиями и добавить локальную стратегию. Окей, вот такой файлик нам нужно создать. Поэтому я так, название скопирую. Local strategy. Есть. Поэтому в модуле auth создам папочку strategies. Вот так вот. И здесь создам эту стратегию. Локальную. И тут мы можем прям полностью скопировать этот код. Вот так берем. Копируем. Вставляем. Импорты некоторые поломались. Поэтому давайте мы вот так вот импортировать. Дальше. Как бы там все вам объяснить. Смотрите. По умолчанию эта стратегия будет искать пользователя по двум полям. Username и password. Если у нас не username, а у нас регистрация основана на... Скажите мне, я скажу. У нас регистрация основана не на юзернейме, а на email, то нам нужно добавить метод super еще вот с такими данными. То есть в local strategy мы вот сюда в метод super, вот так вот, мы говорим, что username field, то есть ты измени, да, если у тебя под коробкой username и password, то мы говорим, что ты давай username field поменяй на email. Здесь мы меняем на email. Здесь мы передаем тоже email. И все. Это еще одна прослойка для... Сложно, наверное, для понимания, но это прослойка для локальной авторизации. Да? То есть мы тоже здесь все это проверяем и едем дальше. Кстати, там тоже можно выдать вот такую ошибку. Вот тут, вот так вот. Unauthorized. Вот так. Опять-таки, сейчас пока может быть непонятно, потому что процедура авторизации долгая. Но потом в конце я еще раз пройдусь по шагам по каждому пункту, и мы с вами продолжим. Тут вот написано, как оно все это работает. Дальше нам говорят, что в auth модуле ты импортируй, пожалуйста, паспорт модуль и локальную стратегию. Локальная стратегия. Вот она.
она экстендится от паспорт стратегии, и дальше все пошло-поехало. Поэтому мы идем в OS модуль. Мы говорим, что нам нужно импортировать паспорт модуль в импорте, да? Говорим так, паспорт модуль. И также локальную стратегию в провайдеры. Провайдер. Говорим local. Так. Local strategy, которая у нас находится в стратегии. Окей. Теперь предлагает нам сделать guard. Едем. Для этого нам нужно приехать в контроллер. Тут говорят, что типа в app контроллер, но нам app контроллер не нужен. У нас есть off контроллер. Мы идем в него, вот сюда. И тут нам говорят, что копируем вот это все. Прям все копируем. Вот так вот. И тут нам говорят, что нам тут говорят? То, что use guards. Давайте мы сейчас все это импортируем. И of guards тоже импортируем. Метод post тоже импортируем. И метод request. Так. Не хочет так импортировать, но это мы берем из вот сюда, из Nest.js common. Вот так. Нам не нужно здесь вот этот логин, точнее auth, у нас уже такое есть, поэтому дальше это будет логин. Как бы по-простому. Смотрите, за что это все, что мы сейчас с вами писали. Мы это еще не дописали, просто промежуточно я могу еще раз напомнить, как это работает. Мы говорим, что мы, когда вводим, вот у нас есть контроллер, да, use guards, ты используй, пожалуйста, перед тем, да, вот я отправил запрос на логин, первым делом, прежде чем выполнять вот эту вот функцию, ты, пожалуйста, гвардом защити там через auth guard, сделай какую-то, пройди проверку, так сказать, пройди проверку, какая у нас тут проверка. Мы говорим, что когда мы делаем пост на логин, у нас есть вот тут validate user. В стратегии мы вызываем функцию validate user. То есть мы, когда мы вот use guard, все, мы наткнулись на этот guard, все, мы уже в нем, теперь в нем мы заходим в этот guard, и мы просто проверяем, да, что у нас есть, мы принимали email и пароль, и ты их, пожалуйста, этого юзера найди при помощи validate юзера из auth сервиса по email и паролю. Ты их ищи там, если все ок, ты его возвращай, если нет, скажи, что ты не авторизован. Хорошо, допустим, у нас юзер нашелся, и мы идем в validate user. Мы идем в этот validate user, и мы тут уже валидируем, что мы говорим, что email у нас юзер такой должен быть, пароли должны совпадать. Если все окей, тогда у нас все проходит. И в таком случае, как только все то прошло, этот гвард отработал, он говорит. То есть гвард, по сути, делает что? Он говорит, можем мы идти дальше или нет. Если в пайпах мы что-то делаем там, и мы можем идти дальше, да, мы можем просто что-то изменять, это просто как прослойка, мы что-то изменили и пошли дальше, то гвард, он нам скажет, что если мы не прошли этот гвард, то есть мы его не прошли, у нас там что-то было неправильно, сюда он уже нас не пустит. Он просто скажет, что нет, все, дружище, ты не авторизован, давай иди по новой все делай, дальше я тебя не пущу, потому что ты плохой, ты неправильно что-то делаешь. Вот так вот, в принципе, работает этот гвард. Мы его сейчас будем донастраивать, но суть, я думаю, понятна. Это сложно в реализации, безусловно, это сложно. Но это нужно повторить, и я думаю, что у вас все получится. Вы видите, что мы все делаем просто тупо по документации. Все, едем дальше. Теперь нам говорят, что мы можем уже, в принципе, попробовать логин. Все, он уже говорит, что мы можем попробовать логин. Давайте, пошлите в Insomnia. У меня есть user, создам новый роут, вот он логин. То есть это то же самое, auth, логин, здесь просто юзеры. Потому что у нас на авторизацию у нас другой роут. Вы видите, да, у нас модуль отличается, поэтому у нас URL тот же самый, но дальше уже auth и логин. Теперь, что мы тут будем делать? Тут у нас аккаунт был test@gmail.com. И давайте мы введем неправильный пароль. Нажимаю send. И мне пишут, что user or password are incorrect. То есть unauthorized, то есть неправильно, что-то тут не так. Но если мы введем правильный пароль, 1, 2, 3, 4, 5, 6, я нажму логин, то мы получим нашего пользователя. То есть мы нашли этого пользователя. То же самое, если мы введем второго пользователя, который у нас есть, нажму логин,
мы его тоже получим. Вот он, наш логин, вот пароль. Все, мы получили этого пользователя. Мы получили этого пользователя и считаю, что полдела уже сделано. Авторизация на половинку уже готова. Но половинка это мало. Поэтому мы идем дальше. И теперь нам говорят, чтобы мы там правильно более использовали этот guard, нам просто его переписать нужно. То есть вот этот use guards, aus guards, типа local, да, с данными local, немножко переписать предлагает, чтобы было более правильно. Поэтому мы идем в auth, говорим, что тут guards, вот так, guards, и мы создаем файл с названием вот таким, local auth guards. И прям копируем весь этот код. Вот так. Что мы тут делаем? По сути, мы создаем отдельный, да, новый guard на основании, то есть мы экстендимся, то есть расширяем aus guard типа local. И дальше мы можем уже использовать через use guards просто local aus guards. То есть мы теперь этот убираем guard и говорим, что давай-ка local aus guard. Есть. И тут нам теперь не нужен этот guard. Окей. Теперь дальше GVT. Что такое GVT? Я думаю, ну, те, кто смотрит этот ролик, вы должны знать, что такое GVT. И о нем я рассказывал в ролике про MERN. Но давайте еще раз пробежимся. gvt.io, по-моему, сайт называется. Или не так? Вот, GVT токен. Что такое GVT токен? Это какой-то токен, который генерируется в случае, если мы там правильно залогинились. То есть в токен у нас записывается какая-то дата. Мы там будем передавать email и записывать его в токен. И мы по этому токену потом будем проверять, авторизированы мы или нет. То есть если нам возвращается токен, когда мы делаем логин и все происходит окей, мы возвращаем этот токен, и по нему потом мы сможем уже там проводить разные манипуляции. Если токен нам не возвращается, значит что-то пошло не так, и мы не можем пропускать человека дальше и так далее. В токене тут записывается, видите, мы видим, что payload, тут мы там какие-то данные зашивали в этот токен. В нашем случае у нас будет только там email. То есть тут три части, тут хедеры какие-то, вот payload и подпись при помощи там GVT ключа. Это мы сейчас, короче, все проделаем. Почитайте, что такое GVT, посмотрите отдельный ролик, как это все работает, наверное. И лишним точно не будет, а мы сейчас просто с вами все это будем повторять. Все, нам дальше говорят, будем внедрять GVT функционал. Нам говорят установить Nest GVT и паспорт GVT. Поскольку у нас по их рекомендациям, по их инструкции все получается, мы двигаемся дальше по их инструкции. И также ставим типы. Дальше. Нам говорят в auth service заимпортируй, да, через конструктор добавь сюда GVT сервис из Nest GVT. Давайте сделаем так, там auth service. Так, это мы идем вот сюда. И мы говорим, что вот тут после там user сервиса ты можешь добавить также GVT. Давайте тоже там private, read-only, GVT service, типа GVT service. Вот так. Так, Nest.js GVT. Окей. Что-то пошло не так. Ну, сейчас будем разбираться. Все. Дальше он нам говорит, что есть какая-то вон функция, можете видеть. Да, это что это у нас вообще? Это сервис. Это сервис. И мы тут. Дальше у нас есть функция логин. У нас она там уже, по-моему, была или нет, не помню. А, нет, не было. Нам нужна эта функция логин. Давайте мы ее прям возьмем. Мы ее вот так вот копируем. И прям добавляем. Только у нас тут говорят, что user типа any. Я не хочу user типа any. Нам не нужен user. Мы когда принимаем какие-то параметры, нам обязательно знать, что мы там принимаем и что у нас происходит. Для этого давайте я создам просто папочку внутри src types, где будут у нас какие-то типы. Возможно, они нам дальше потребуются тоже. Ну, пока вот так вот сделаем. Еще вот так. types.ts. И здесь у нас будет
некоторые типы. И здесь мы будем экспортировать, допустим, интерфейс iUser, где у нас будет два поля. ID типа string, я объясню потом, почему string, и email типа string. Тут уже для вас, наверное, новая история. Вы видите, что у нас есть какой-то iUser. Что такое iUser? Есть какой-то интерфейс. Что ж, смотрите, ребятки, что по сути мы тут сейчас с вами получаем. Мы сейчас таким образом говорим, что у нас будет какой-то тип, это объект, будет с названием iUser. И я привык там называть, что, допустим, если у нас это интерфейс, там, допустим, интерфейс для юзера, то я пишу большую «и», говорю, что это интерфейс, и дальше название той сущности, к которой это относится. И мы говорим, что мы хотим возвращать, да, мы там будем возвращать, проверять, сейчас надо посмотреть, что мы там. Мы будем получать, возвращать, ну ладно, не суть. Мы говорим в этом типе, что у нас должно быть поле ID типа string и email типа string. То есть у нас в iUser должен быть тип, должны быть поля как ID и email, оба они будут стрингом. Почему здесь лежат такие поля? А где же email? А где же пароль? Смотрите, такие поля тут лежат потому, что при логине я не хочу возвращать пароль обратно человеку. Зачем ему пароль возвращать? Непонятно. Ему нужно возвращать токен. А токен нам нужно на чем-то формировать. Зачем, допустим, я когда залогинился, зачем мне на клиенте, чтобы у меня на клиенте хранился мой пароль? Он мне там не нужен. Поэтому я говорю, что тут у нас юзер будет типа iUser. Мы будем возвращать не всего юзера. Мы будем возвращать только часть данных. И тут давайте мы это сразу вытащим. ID и email. Вот так вот. Мы это сразу вытащим из юзера. И будем возвращать вот как раз таки то, что мы будем возвращать на клиенту. Да, на клиент. Это ID мы можем вернуть, email можем вернуть. Это пригодится нам. И токен. Токен тут уже немножко другая история. Мы берем здесь this, GVT service, sign, где у нас будет ID user ID, email, user, email. Еще раз, что мы тут делаем? Да, это все продолжение одной и той же цепочки. Когда мы, да, у нас сначала там вызывается функция validate, мы валидируем, мы его возвращаем этого юзера. Когда мы провалидировали, нам нужно как-то логиниться. Мы будем логиниться при помощи там, данных, всех тех, которые мы отправляли, и мы будем генерировать токен. То есть при успешном логине, то есть у нас все там карты сошлись, все четко мы ввели, мы залогинились. И при успешном таком раскладе у нас будет добавляться токен. И именно этот токен будет показателем того, что мы с вами вошли в систему. Без этого токена мы не можем говорить, что человек залогинен, и мы будем просто некоторые роуты закрывать для возможности отправки этих запросов на эти роуты. То есть вот она функция этого GVT, ну короче, вы поняли, GVT сервиса. Окей, вот таким образом мы сюда засунули наш токен. Теперь нам нужно как-то этот токен еще добавить в константу. То есть, у нас константу мы использовать не будем, мы будем использовать env. И сюда я напишу так, GVT secret. Нам нужна секретная фраза, и это абсолютно рандомная пустая строка, да, любая вообще абсолютно. А нам потребуется чуть дальше. Вот нам говорят, что создайте эту константу, типа никогда не используйте там сохраните. Ну, короче, типа, говорят, эта переменная не должна быть публичной. Для того, чтобы она не была публичной, мы ее записываем как раз-таки в env переменную. Так, дальше нам говорят, иди в auth модуль, идем в auth модуль, и нам тут нужно подключить GVT модуль. Мы идем в модуль, и тут немножко не та история. То есть вот этот
вот эта вот история нам подойдет в случае, если мы сюда напрямую там будем писать этот GVT-ключ. Вот сюда, в secret, мы должны поместить GVT-secret. Но мы будем это доставать из конфига. Да, мы с вами уже делали такое. env, config. То есть нам нужен GVT-модуль. То есть мы в импорты вот так вот берем так вот, GVT-модуль. И мы здесь опять используем метод register async. Async. Помним зачем? Помним, потому что мы сюда будем импортировать imports. Мы сюда будем импортировать config service. Вот так. Опять, да, use factory. Это функция, которая будет принимать в себя config service типа config service. И что-то она будет возвращать. Здесь у нас будут настроечки. Тут будут настроечки у нас. Так, что-то где-то пошло не так. Вот так. Секретный ключ. Этот секретный ключ должен быть, соответственно, да, скрытным, уникальным, потому что мы его будем указывать в нескольких местах. Поэтому мы указываем здесь секретный ключ. Мы говорим, что да, мы же знаем config service, get, и говорим, что это GVT secret. Вот так. Дальше можем указать поле expires in. Сейчас там, как оно пишется, sign in options. И мы говорим, что пускай токен действует 30 дней. То есть, если мы там один раз залогинились, то на протяжении 30 дней мы будем в системе оставаться. Через 30 дней токен перегенерируется. Окей. И чтобы это все работало, нам нужно делать inject. Это мы тоже помним, это мы с вами уже проходили. Config service. Вот так. Таким образом, у нас уже будет доступ к этому GVT сервису внутри сервиса off, где мы это уже писали. Да? Мы тут уже обращались к этому сервису. Нам нужно было его еще подключить. Так, мы тут слишком запутались. Поехали дальше. Что нам говорят дальше? Так, модуль мы подключили. Двигаемся дальше. Он говорит, что мы теперь можем обновить route, чтобы возвращать GVT токен. То есть вот наш route. Он у нас есть. Какая-то ошибка. Config service. Imports config service. Ага. Здесь ошибочка вышла. Тут мы импортируем не config service, а config модуль. Вот так вот. Config модуль. Все, теперь ошибки нет. Отлично. Он нам говорит, что измени return в функции логин. Давайте мы его скопируем. Посмотрим, что у нас там в сервисе есть. Ну, не тут. User. Так, какой файл? App controller, но нам нужен auth контроллер. Вот тут. Он говорит, измени этот return на вот такой. Что мы теперь таким образом сделаем? Давайте-ка еще раз с вами пройдемся. Я знаю, это очень тяжелая тема. Дальше он говорит, что можете тестировать. Но мы еще раз должны это все пройти. Смотрите, ребятки, какой здесь ход событий. Мы отправляем пост-запрос с логином и паролем на адрес auth логин. Дальше у нас включается в первую очередь guard. Мы идем в этот guard, смотрим. Тут мы ничего не видим, потому что это стратегия. Дальше он там говорит, что ты, пожалуйста, провалидируй, да, там, проверь там email, пароль, чтобы оно совпадало там, с базой, со всем таким далее. И все это проверь. Тут проверь, там проверь, много где проверь, тут тоже проверь. Просто много проверяй, чтобы все было четко. И когда guard, если все проверил, в гварде все хорошо, то есть такой юзер существует, пароли вы ввели верные, тогда он говорит, ну, guard типа дает добро, идем дальше, и тебе дают запрос на логин. Да, у нас в гварде вот тут мы вызываем потом метод логин, куда помещаем request user. И, к сожалению, это еще не все. К сожалению, это еще не все. Мы, конечно, можем уже проверить. То есть, если мы сейчас пойдем в Insomnia и скажем, что мы хотим, давайте, под первым юзером залогиниться, нажимаем Send,
Мы видим, что у нас уже есть айдишник, у нас есть email и токен. Какой-то токен уже есть, и мы можем его расшифровать, но это еще не все. Едем дальше. Нам нужна теперь новая стратегия, GVT-стратегия. Создаем эту стратегию. Сложно. Это, наверное, самое сложное, что у нас будет. Мы прям все это можем скопировать. Мы эту стратегию прям тоже копируем. Вот так. Констант у нас никакой нет. Нам нужно здесь, у нас же тут secret key. У нас-то нет такой константы. Мы, в принципе, это все сохраняем. Только единственное, что нам нужно здесь получить доступ к конфиг сервису. А как нам его сюда получить, если мы с вами все время раньше это делали в модуле, а здесь мы сейчас находимся не в модуле. Здесь просто класс. Что нам тут делать? Тут нам на помощь приходит такая штука, как конструктор. Мы сюда через там private, например, read only можем подключить наш конфиг сервер типа конфиг сервис. Ой, а что я... Какой сервер? Сервис. Вот так вот. И таким образом мы тут будем иметь доступ к конфиг-сервису. И теперь мы можем делать конфиг-сервис get. И у нас там GVT, по-моему, secret. Вот так. Смотрите, да, что вот непонятно, наверное, там стратегии какие-то, что непонятно, что происходит в принципе. Я объясню. Смотрите, мы-то создали... Где у нас локально не то? Где у нас сервис? No сервис. Окей, мы-то создали этот токен. Мы-то его создали, но нам-то теперь нужно как-то его проверить, расшифровать. Мы молодцы, конечно, полработы сделали. Токен-то мы создаем. Но нам нужно еще его расшифровать и убедиться, что все правильно. И как тоже такой некий гуард, да? Чтобы защитный был, чтобы мы должны убедиться, что токен валидный, что у него срок действия не истек, он валидный, все четко, и мы можем дальше работать. Потому что иначе, как мы будем работать, если токен не валидный? Поэтому дальше, опять-таки, функция validate. У нас тут будет не payload, у нас будет user типа iUser, да, который мы сделали. Нам же не надо тут пароли их хранить и все это хранить. Нет, нам надо просто ID, user, ID и email, user, email. Вот так. Вот эти данные мы будем возвращать на фронт. Теперь auth модуль. Что нам тут говорят сделать? Нам говорят добавить GVT-стратегию в модуль. Идем в auth модуль. И сюда, помимо локальной стратегии, мы добавляем GVT strategy. Сохраняем. Окей. Что нам дальше говорят? Нам тоже говорят, придумали guard. Давайте сделаем, чтобы расширить. Мы делаем guard и копируем просто это. То есть мы создаем GVT auth guard, экстендим GVT, и дальше мы сможем уже его использовать. Мы будем там, локальный мы оставим, а GVT будем использовать для другого. Сейчас я покажу для чего. У нас, видите, тут есть два метода. Давайте мы пока просто скопируем. И добавим эти методы. Мы идем в auth controller и добавим этот метод вот так вот. GVT auth guard добавим. Метод get добавим. И давайте у нас профайл. Давайте мы потренируемся. Duplicate. Так вот, get profile. Давайте мы посмотрим, это ли конец. Да, это ли конец. Смотрите, теперь получается, что мы сейчас сделали? Мы защитили вот этот route при помощи GVT auth guard. То есть мы не сможем получить доступ к роуту profile, если мы не передадим токен.
О чем идет речь? Смотрите, profile. У нас это метод get, поэтому можем изменить здесь get out. Так вот сделать. Profile. Это у нас просто защищенный какой-то route. Мы делаем send. Мне говорят, что unauthorized. Нам это тут не надо. Nobody. Это уже другая история немножко. Unauthorized. Ты не можешь получить доступа к этой ссылке, потому что ты нам не передаешь токен. Ты когда залогинился, ты токен получил. Вот я сейчас залогинился, получил новый токен. А ты этот токен мне не передаешь, поэтому я не могу тебя пустить на этот route. Если теперь в get profile, тут есть вкладочка bearer, здесь есть токен. Я стираю старый, который у меня был, добавляю новый, нажимаю send, и мы видим, что я получил ID и email. Меня вот этот вот GVT auth guard меня пропустил выполнить вот это вот, и он мне вернул request user. То есть теперь у нас в реквесте в юзере лежит наш пользователь. Вот ID и email. Больше нам ничего на клиенте знать не нужно. Нам просто нужно знать там email, чтобы вывести где-то, и ID-шник, по которому мы тоже что-то там можем делать. Больше нам тут, по сути, ничего не нужно. То есть, в принципе, эта стратегия у нас работает. И дальше, наверное, нам уже надо подделать под себя. Так, сейчас guards, GVT own guard. Это хорошо, здесь мы просто показали, да, что мы можем там делать вот такую вот прекрасную историю. Но мне это не очень нравится. Давайте сейчас мы немножко еще доделаем. Во-первых, регистрацию мы дополним. У нас регистрация не до конца заполненная, поэтому давайте мы пойдем в... Или хотя, может, не надо это делать. Нам бы по-хорошему еще просто в регистрации токен возвращать. Нам бы в регистрации токен возвращать или не надо? Не, давайте вернем все-таки в регистрации тоже токен. Мы пойдем user. Да, у нас в юзере, да, мы создаем вот, user сервис. И вот тут, где мы делаем, давайте, модуль. Перейдем сначала в модуль. Нам здесь тоже нужен этот GVT. То есть мы можем прям скопировать с auth модуля. Auth модуль. Мы можем это прям скопировать. Вот так. И в user модуле тоже это добавить. Мы можем спокойно использовать. Нет в этом ничего такого. Это мы... Так, сейчас я вот так вот. Сюда после type ORM модуля мы добавляем GVT модуль. Импортируем его. Config модуль. То есть импортируем все. Add all missing import. Вот так. И где-то у меня тут лишнее. Вот так вот. Все. У нас теперь будет в юзере тоже доступен этот модуль, и мы можем им пользоваться. Идем в... Давайте контроллер посмотрим. Так, не auth. Нам уже нужен user контроллер. То есть мы берем user контроллер. И у нас тут есть некоторые методы. Во-первых, первый. Post. Здесь мы ничего менять не будем, а вот в сервисе уже нужно поменять. Идем в user сервис. И в user сервисе нам нужно где-то тоже инициализировать, просто этот токен возвращать. Поэтому там, где мы креатим юзера, где мы создаем этого юзера, мы можем сказать, что, во-первых, нам нужно добавить в конструктор private read-only GVT service и типа GVT service. Вот так. Дальше мы вот тут, после того, как мы создали пользователя, можем создать токен, и он у нас будет this GVT service sign, где у нас есть email, create user DTO, email. То есть, да, мы будем создавать тоже токен просто по email и возвращать этот токен тоже. Чтобы мы, допустим, да, чисто теоретически мы могли после нажатия на кнопку зарегистрироваться сразу же по тому токену, который у нас есть, войти в систему. Вот так. Вот такая вот, в принципе, здесь логика.
Давайте дальше. Find one. Мы здесь находим пользователя, и я предлагаю создать еще один route в user-контроллере вот тут. Хотя, знаете, наверное, вот это вот нам уже не потребуется, потому что мы будем, вот этот route, который мы с вами делали, auth service, нет, где этот, вот этот, на профайл, мы будем сюда отправлять запрос постоянно с фронта, и если нам будет здесь какой-то ответ, то значит мы залогинены. Если ответа не будет, то мы не залогинены. То есть таким образом это все в совокупности будет работать. И теперь давайте еще раз мы с вами проговорим в двух словах, как все это работает, чтобы вы... Это сложно. Это вот, наверное, самая сложная часть. Это вот это вот с этими сервисами, с этими гвардами, стратегиями и так далее. Что мы тут говорим? Мы говорим, что логиниться мы будем по тем данным, то есть local, да, guard. Мы говорим, что логиниться мы будем по логину и паролю, которые мы ручками такой ввели. И мы там его везде проверяем, в этих гвардах проверяем, и если все окей, тогда мы выполняем функцию логин. Таким образом, мы будем логиниться по логину и паролю, если у нас все это четко работает, и у нас нормальные там, ну, правильные пароли и почта. Вот тут мы уже будем использовать GVT, auth guard, то есть, и там дальше мы тоже будем его использовать. Это не только здесь. Просто это уже о том, чтобы мы на клиенте могли понимать, в системе мы или нет. То есть мы к каждому запросу, который мы с вами будем делать, мы будем прикреплять этот токен. Да, на сервере мы прикрепляем токен, и тут мы проверяем, да, вот уже на клиенте мы будем прикреплять токен к запросу, когда будем просто обновлять страничку. И если вот тут уже, да, мы получаем там get на профайл. Если мы получили этот токен там внутри, тут в гварде мы проходим этот гвард, стратегию, там гвард, он защищает нас, там все четко. Если все, он дает добро, то мы выполняем дальше, и мы записываем просто нашего юзера, возвращаем этого юзера, и этого юзера уже будем использовать на клиенте для того, чтобы понимать, что мы в системе. Сложно, наверное, сложно, но, ребятки, смотрим до конца все ролики, станет легче. Я думаю, что на самом деле самая тяжелая часть уже, наверное, закончилась, потому что вот авторизация это прям совсем капец. Тяжело. А на сегодня все. Встретимся уже в новом ролике. До скорых встреч. Пока-пока.